Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Word.ua. Я хочу попробовать сегодня упороться в панду, пойти найти Эмбера и сыграть через него. Суть проста. Это 4 ведьмака. Тут как раз есть Свенчик, вдруг чего, на всякий случай, на поддержку моих трусов. В общем, 4 ведьмака, 6 убийц через Кири Эмбера. Под хорошими предметами, под хорошей удачей, это должно быть довольно-таки прикольно и сильно быть. Не знаю, как я буду стартовать, конечно. Возможно, мне и не получится на этом сыграть, поэтому получится, скорее всего, через шаманов сыграть и горно. Не знаю. Пока что не знаю. В общем, смотрим от того, что идет, и от этого уже отталкиваемся. А там уже будем разбираться по ходу дела. Пум-пум-пум. Обидно, конечно, что ко мне сейчас панда не пришла. Было бы намного лучше, если бы она пришла с старта. В принципе, мне нужно сделать стартовый билд довольно-таки сильный, плотный, чтобы я мог спокойно искать себе этого Эмбера, кучу раундов и по хп особо не проседать. Колечко мне надо. Колечко плюс мана 40 мне 100% надо, два этих предмета. Самый универсальный, но самый хороший предмет. Это колечко плюс вот это вот мана плюс 40. Так, если вы не играете через физбилд каких-то охотников, то, скорее всего, эти два предмета вам затащат всю игру со старта. Ну, допустим, того. В принципе, можно в действительности попробовать через орков катнуть. Жалко, конечно, мне гоблины мехи какие-то не приходят. Вот это вот в действительности жалко. Можно грабы попробовать оставить. Можно было бы еще... О, прям по заказу, вы смотрите. Два предмета прям под заказ ко мне приехали. Спасибо. Этому я рад. Всегда обожаю, когда мне рандом немножечко, знаете, подкручивает. Кто бы не радовался тому, что рандом подкручивает. Я думаю, каждый человек, который играет в эту игру, очень рад, когда рандом ему подкручивают. Да? Я уверен. На 100% уверен. На 120% уверен. Так что вот так вот. Так что вот так вот. Панда пришла, отлично. Возьмем уровень. Будем через богов орков играть. А там уже посмотрим, что к чему, куда, почем. Ладно, рандом мне сейчас не подкрутил, а наоборот открутил. Обидно. Очень обидно. Этот предмет у меня теперь будет до конца жизни валяться, и я ничего с ним сделать не смогу. Но хотя бы, знаете, в чем плюс? То, что я смогу сейчас перестроиться в охотников. Ну, конечно, если бы охотники эти шли с самого старта, было бы намного проще, но... Я надеюсь хотя бы на панд. Хотя бы, чтобы панда приходили. Так, ну, в принципе, можно, знаете, стартануть еще и через гритеров. Ага. Ну да. Ой, поспешил я в продаже. Гритеры-то работать не будут? Боже, я дурак. Какой я дурак. Боже. Я сделал огромную ошибку. Ладно. Лучше бы через гритеров начал играть. Это было бы намного лучше. Так как у меня еще и со старта пришел этот гритер, так что было бы вообще x 200%, что было хорошо. Ля, какая там Мирана. Нормально она так настреливает. В двоечку еще на 7 скорость атаки. Джага-джага? Не, ну Джага-Джага это круто, конечно, но не буду через Джага-Джага играть. Мне нужны охотники. Объективно, мне нужны охотники. Тогда старт у меня будет намного приятнее, если я буду играть через охотника. Да и в целом, я бы играл, знаете, через кого... Ух ты, там кому-то алхим пришел. Можно было бы в целом уже через лустрик играть. Скорее всего, так и придется сделать. Не знаю, беру лишних сейчас охотников. Где моя панда? Ну вот где моя панда, а? Давай уже 6-й раунд. Кому-то приходит на 2-м, на 3-м раунде уже 2-3 панды. Можно мне придет уже пандочка? А? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я тебя прошу, молю. Панду. Панду. Пожалуйста. Ну? Ну? Да. О, не. Боже, ну что это такое? Я явно не эту панду просил. Собака.
Не знаю, может получится мне, конечно, и собаку сейчас сделать в двоечку. Собака со старта в двоечку неплохая. Но если быть откровенным, то самое лучшее, что я сейчас могу придумать, это то, чтобы мне пришли охотники. В двоечку некоторые, даже в единицу, пусть... Ну ладно, лучше в двоечку, конечно. В двоечку приходят мне охотники. Я передаю гномную брошку и нормально сижу, коплю хп, коплю ману, выхожу в уровень, потому что мой билд подразумевает что? Он подразумевает долгую игру, но не совсем долгую игру. То есть, что мне нужно? Мне нужен Эмбер двойку, поэтому это, в принципе, 20 раундов плюс-минус должно быть. Ну, естественно, если оно, ну, рандом мне повезет хоть как-то. Если рандом, естественно, не повезет, то буду я болтяру на 28 жевать, а не получать себе то, что я хочу. Но я надеюсь. Надеюсь, верю, свято верю, очень верю. Ну, вот два снайпера, по крайней мере, немножечко подтверждают это. Был бы орк-охотник, было бы лучше, но... То, что имеем, то мы имеем. Так вот делаем. Из-за того, что у меня есть гномья брошка, сделаем как-то так. Надеюсь, Эгида еще придет в двойку. С Эгидой в двойку уже будет проще играть. План такой. Эмбер, керри в двоечку. Синергия ведьмаков, синергия убийц. В чем плюсы такой синергии? Во-первых, есть Эмбер. Эмбер это тот чел, который в своей способности, когда будет наносить урон, он будет эвейдить абсолютно любую возвратку. Ну и убийцы, естественно. Это первая тычка, первые криты. Соответственно, еще когда убивает, там еще одни 100% криты будут. В общем, это прикольно звучит на бумаге, но насколько она будет сильно, мы это, надеюсь, посмотрим в этой карточке. Пум-пум-пум. О-о-о. А это хорошо. Я бы даже сказал, это отлично. Не хочется, конечно, мне снайпера продавать. Но лучше я возьму Марси. Выйду в деньги. Поставлю так. И если будет меньше 50% хп у моих врагов, то естественно что? Правильно. Я смогу их ваншотнуть. По крайней мере, на мобах это будет довольно-таки хорошо помогать мне. А вот против людей не знаю. Не знаю. Не знаю. Ничего не знаю. Лучше поставил Дискорд. Вот смотрите, оставил бы я сейчас Дискорд. Как же много было бы урона от Эгиды. Но, ладно, того чего нет, того нет. Ничего себе. Обалдеть. Ого. Я такого не ожидал сейчас встретить. Ну, в общем, да. Будем пытаться теперь сейчас выйти в Эмбера. Раз он пришел первый раз на 10-м раунде, то, по идее, знаете что? Я думаю, все прекрасно знают. Это означает, что, возможно, рандом мне сейчас поможет, и мне Эмбер придет в двоечку. Короче, молю всех богов рандома, чтобы так и произошло. Молю. Главное, чтобы еще предметы как бы приходили. А то я сейчас как-то за рандом, все время за рандом, а за предметы я совершенно забыл. Если... Ну, молнии, кстати, это хороший предмет. Молнии мне нужны. И я пока закину молнию в Марсе. И, наверное, передам ей предметы. Возьму уровень, поставлю гоблина-убийцу. Может, монетку получится заобузить. Вряд ли, конечно, но надежда умирает последней. Тут есть еще Свен Спектра. Опасаюсь того, что кто-то может собрать себе драконов, ведьмаков, Свена Керри и Спектру. Но кому-то по-любому ж повезет. Кому-то по-любому в этой катке повезет, и он соберет себе ведьмаков, драконов через Керри Свена. Тут еще есть Спектра, поэтому огромный процент, что соберут. Огромный. Надо подумать противодействие данному молодому человеку, кто соберет. Так, понял, я здесь Фуриона не смогу вынести. Угу. Сейчас Фурион еще пеньков в конце на суммоне, да. Ну, по закону подлости так и должно быть. Челик на Фури... ну, то, что я говорил. Ладно. Это хотя бы не на минус 50 в лицо.
Это терпимо. Мне нужен сильный стол. С сильным столом все будет замечательно. Джага-джага в двойку не приходит, потому что это я. Угу. Поставлю 2 Марси. Мне кажется, 2 Марси будет посильнее. Панда, ну приди, ну. У меня тут хорошо, тепло, уютно. Марси, приходи. Ой, Марси. Панда. Эмбер, приходи. У меня здесь есть вкусные конфетки. Как же он не хочет ко мне приходить? Вы гляньте на эту занозу. Как же не хочет он приходить ко мне? Знаете что? Когда вы пытаетесь... Вот я прихожу к тому выводу, давайте так, я не буду говорить, знаете, что ли вы или тому подобное. Я прихожу к тому выводу, что если вы играете через панду, вам нужно обязательно делать трента в тройку. Тренд в тройку со старта дает столько импакта. Я уже 1000 раз об этом говорил, 1000 раз это показывал. Ну тут 3 двойки, тут как бы бесполезно. Тут... Может быть, если бы тренд у меня был в тройку, то что-то бы произошло. Но, как мы видим, ничего не произошло. Дамага 0, урона 0. Я даже никого не убил. А не убил одного. Спасибо. Похавал. Ладно. Надеюсь, бог рандома на моей стороне. Бог рандома, я тебя молю. Пора. Но у меня сейчас, в принципе, ситуация неплохая. У меня есть 76 хп, 50 монет. Все, в принципе, замечательно. Знаете, что было бы еще лучше? Если бы не упала сейчас панда-хитрец, я бы поставил волшебников, и у меня был бы огромный шанс, что я их буду ваншотать. Вот в таком случае было бы еще лучше, когда вы играете именно на какого-то определенного керри. Но в самом деле, если вам выпадает кунг-фу, и есть шаман пятерка, то лучше, естественно, через шаманов стартануть, а не через кого-то другого. Как по мне. Кунг-фу шаманы будет намного приятнее, чем вот это вот пытаться собрать там эмбера какого-то, либо что-то еще. Кунг-фу, я бы даже сказал, стабильнее будет. Но грех не показать вам эмбера керри. Давно просили, пробую. 2 SF. Хотелось бы мне 2 SF собрать. Но он мне не заходит никуда. Я, кстати, уровень возьму. О, 9 эльфов там уже. Ху-ху-ху, 9 эльфов это плохо. 9 эльфов это очень плохо. А знаете, почему это плохо? Тот билд, который я хочу собрать, не будет работать как надо. Из-за того, что там будет уклонение, мне по-любому нужно будет МКБ. Без МКБ мой билд умрет. Меня элементарно эльф задушит настолько сильно, что прям слезы из глаз будут текти. 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 Течь. Боже. Иногда, когда хочешь быстро что-то сказать, у тебя такой бред изо рта вылетает. Такое я люблю. Можно было бы и башер, но нет. Нет. Острый наруч, конечно, не тот предмет, который я хотел бы. Мне нужен волшебник. Сейчас возьму ведьмаков, сразу буду скупать потихонечку. И возьму волшебника. Мне нужно 2 волшебника. Леон и Медуза, вот эта, которая сон кидает. Нага. Эти 2 волшебника мне надо. Без них тяжко будет. Трента я продал, я уже его не соберу. 16 раунд, а у меня только тренд в единицу. Если б я хотел, точнее, если собирать... Ой, блин, что я несу? Короче, чтобы играть так через трента, вам его нужно со старта собирать, а не сейчас, когда я подхватился уже слишком поздно. Отлично. Отлично. Экономим хп. Мне сейчас не важно, на лустрике, не на лустрике, мне главное экономить хп. Отлично. Отлично. У меня есть волшебники. А у меня всего лишь 2 панды.
Это плохо. Очень плохо. Я даже, знаете, сейчас задумаюсь о том, что мне нужно найти фул волшебников, поставить фул волшебников, пока мне не придет Эмбер, либо же найти яйцо, одно из двух. Вот загвоздка в том, что ни то может мне не упасть. Ни яйца, ни еще одного волшебника. То есть, если мне сейчас падает гримтач, я, по идее, могу сделать себе фул волшебников. И у меня будет панда падать. Ну, естественно, не та панда, которую я хочу, но хотя бы хоть какая-то. Можно было бы пивную панду продать. Да, так и сделаю. И на следующем раунде у меня будет 8-й. Нужно потихоньку уже собирать ведьмаков. Чтобы, дай бог, ко мне пришел Эмбер, и я смог его сразу собрать в двойку, поставить ведьмаков, и уже чувствую себя намного увереннее по этой игре, чем до этого. Конечно, кто-то найдется, который Свена соберет себе в двойку. На 8 уровне. По-любому такие будут. Я, кстати, острый наруч перекину сейчас в пивную панду. Она намного будет жирнее, и шанс того, что сработает минус 50%, намного больше. То есть, когда у врагов моих будет на 50% меньше хп, шанс того, что сработает его способность, намного выше. Ну, его синергия. Короче, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Что-то, не знаю, пол раунда прошло, и начал заговариваться. Обалдеть. Ладно, это... Сюда. Сюда. Отлично. Знаете, в чем только минус? А в том, что мне Марси надо продать. Вот в чем минус. Мне не хочется ее продавать. Но придется. Эмбер в двойку, ну пожалуйста, на следующем раунде. Давай, я тебе даже выставил фул волшебников. Давай, ну пора, молодой, пора, молодой. Давай. Давай, один раунд, и ты приходишь ко мне в двойку. Чтобы я мог уже усилить свой стол на 120%. Давай. Я в тебя верю. Минус 17 на лицо. Это такое... Я понял. Сейчас будет жестко. Будет очень жестко. Но объективно говоря, у меня пока по ХП все нормально. Пока что. Объективно говоря, пока что по ХПшке у меня все нормально. Мне главное, чтобы сейчас, во-первых, пришла панда в двойку. Во-вторых, были хорошие предметы. И в самом деле, наверное, лучше бы начинал я бы через лустрик. Если бы начинал через лустрик, уверен, было бы все немножко иначе. Фулл эльфа это, конечно, такая зараза противная. Только от мобов не откиснет. Только не откиснет мобов. Я запрещаю тебе умирать от мобов. Нет! Живи! Живи, говорю! Есть! Отлично. Отлично. Сказать, что это замечательно, нет, это отлично. Это превосходно. Можно было бы и Омника взять, но я не буду его брать. Я лучше выставлю... Я лучше сейчас возьму себе 9 уровень. Немножечко потерплю, пока у меня нет хпшки нормально. Пока у меня нет нормального стола. На 9 уровне я, наверное, все-таки поролюсь. Чтобы найти хоть какой-то более-менее нормально выглядящий стол. То есть мне нужно хотя бы 6 убийц выставить. Либо же 4 ведьмака выставить. Потом мне нужно взять 10 уровень.
И на 10 уровне уже пойдет контент. У меня 50 хп есть, по идее я должен все это спокойно переживать. По идее. Но Эмбер в двойку должен быть сильным. Но что-то пока легионка мне нормально так лицо отрывает. Ладно. Рыцаря не затащил, но это не... Ну, потерпим. Так, отлично. 6 убийц я уже поставил. Этих я... Ну, одного волшебника я продаю, и от него толку нету никакого. Так, возьмем сейчас Сларка. Так как у меня есть волшебник морской, я беру Сларка. Криты, отлично. Пока что начало мне нравится. Пока начало мне нравится. Может мне сейчас еще фастовый МКБ придет? На самом деле и Аганим было бы неплохо. МКБ, Аганим. Прям вообще песня. ТБшку из расширенного пула убираю, он мне не нужен. Еще слабоват стол. Еще слабоват. Да что ж такое? Че так чешется нос? Алло. Чувствую, что в конце игры я получу трендюлей. Судя по тому, как у меня нос чешется, в конце я получу точно трендюлей. Мне нужно, наверное, гиду уже продавать. Да. Что-то подлагивает еще, задержка какая-то. А, ну у меня 300 пин, нормально, дефолтно. В общем, мой билд почти готов. Осталось только брать уровень. Возьму 10. Я лучше выйду из инкама сейчас. Но возьму 10 и поставлю full свой билд. Благодаря тому, что у меня будет стоять мой full билд, я буду хоть как-то чувствовать себя приятнее, что ли. Криты я не буду брать, они не будут работать. А вот палочку я возьму. Палочка-выручалочка должна мне помочь. В общем, я сейчас уверен в своем столе, поэтому я вышел из инкама. У меня есть Эмбер в двойку. Да, у меня довольно-таки слабый стол, потому что весь стол в единицах. И если мои фигуры начнут умирать, весь бонус от ведьмаков я начну терять. Бонус от ведьмаков 60% дополнительно чистого урона. То есть весь твой физический урон, который был раньше, он становится чистым, но с надбавкой 60%. За каждого демона ты получаешь 10%. Максимальный бонус 60%. Боже, там еще и 9 магов. Ой-ой-ой. Теперь у меня несколько проблем. Мне нужно МКБ, мне нужно БКБ. Так как там есть 9 магов, и тут есть еще и 9 эльфов. Без МКБ мне будет очень плохо против эльфов, без БКБ мне будет очень плохо против магов. А когда мне будет хорошо, можно узнать? Никогда, судя по всему. Ну вот сейчас эльфа я развалил. Хоть как-то. Забираю свои слы назад. Ничего не развалил. Он мне лицо оторвал. Я не попадаю просто по нему. Я по нему просто не попадаю. Ладно. Это временное явление, ребят. Это временно. Хотя бы не на минус там 30. Получил бы в минус 30, это было бы вообще лють. Вообще, стол двоек. И было бы замечательно. Мои фигуры дольше умирали. Соответственно, хотел сказать. Бонус демонов намного дольше держится. Тут 6 магов, 4 элементалиста. Насколько это сейчас сильно будет, не знаю, но против моего Эмбера это плевать вообще. Мой Эмбер не будет ощущать вот этого окаменения от слова совсем. Ну, только на первую тычку. Так, здесь фулл зверь, а тут цепочка. Как же цепочка руинит. Что-то как-то туго и с натяжкой все. Ну ладно, нормально. 21 тысяча урона, нормально, пойдет. Опа. Так. Баф нежити я хочу иметь, потому что 25% я снижаю как у себя, так и у своего противника. И это намного лучше, потому что мой Эмбер должен со старта сразу кастовать свои способности и сносить врагам лицо. А 25% это все-таки неплохо. 25% снять у своего противника это будет неплохо. Намного выше шанс, что я нанесу ваншот. Намного выше. Жалко, темпларки здесь нету. Я бы мог поставить еще 3 эльфов.
Я сейчас, конечно, посмотрю, сколько у меня хп остается. Потому что это работает двояко. Мне могут ваншот дать. И будет прям хнык-хнык. Ну, ты мне вообще не нужен уже. Я бы Ревелиса продал. 9 эльф. Да, мне нужно, ну, хотя бы МКБ второго тира. В идеале МКБ четвертого тира. Но и второго тира тоже пойдет. Я верю. Верю в то, что у меня получится найти МКБ. И вы тоже в меня верьте. Ну, маленькая МКБ мне уже пришло. Такое малюсенькое. Это отлично. В идеале мне бы здесь для Тазеса. Либо же бусы. Взгляд Азес это хорош. Почему я говорю, зачем мне взгляд Азеса? По той лишь причине, что он замедляет скорость атаки раз и хп реген 2. Мага я, конечно, немного опасаюсь. У меня хоть и есть небольшой деф морских, но извините меня, это деф морских такое. Я не скажу, что это сильно. 2 морских это довольно-таки слабо и мало на что повлияет. А вот 4 морских уже может на многое повлиять, особенно если был бы шарбезным. Понимаете? Сейчас такая двоякая ситуация. Против меня, во-первых, 2 эльфа. А у меня есть хоть палочка МКБ. Небольшая такая, знаете. Палка МКБ у меня есть. А еще там есть такой зверь огромный, что я его очень опасаюсь. Не дай бог он ко мне придет, не дай бог он ко мне много чего насумонит, я же откисну просто за один раунд. И все. И делай, что хочешь. Ну ладно. То есть, и вот этого молодого человека я так сильно опасался. Я даже не заметил, как раунд закончился. Нормально, нормально. Сильно. У него есть сейчас цепочка. Раз. У меня есть Эмбер. 2. На кого цепочка будет падать? У него 29 хп осталось. Надеюсь, его кто-то вынесет первее, чем я. Но у меня есть такое дикое сомнение на этот счет. Единственное, в кого я верю, это я верю в эльфа. Так, Дис тут хочет перестроиться с воинов в инсектоидов. Ну, не, я все равно не опасаюсь инсектоидов. Инсектоиды для меня это сейчас будут как орешки. Был бы БФ, было бы вообще без шансов. Под БФом я бы всех ваншотил. Ну, и я бы просто был газонокосилкой. И все. Косил бы всех подряд. Возможно, кстати, придется, наверное, собирать не драконов. Ой-ой-ой, там Марси в тройку. Беда. Ну, Диса я сейчас не опасаюсь. Я его буду ваншотать. Вся суть воинов в одно мгновение. Спасибо за винстрик. Спасибо, дорогой, за винстрик. Поднял меня сегодня с колен. Осталось только посмотреть, как буду играть против эльфов. Марси в тройку жестоко, конечно. Там в целом все жестоко, у него отличные шмотки. У него Радик, взгляд Азеса, а что нужно эльфу? Радик, взгляд Азеса, и все, ты выносишь все и вся. Там еще есть зимние объятия на замедление скорости атаки. Если бы он закинул это в Марсе, там бы столько замедления было. Хотя на самом деле и в Трента норм, потому что Трент будет почти сразу с фуловой маной из-за того, что зимние объятия продамажат. И когда он закастует свою способность, там будет отхила миллион. Ну и, естественно, замедление тоже будет работать. Ну, посмотрим. Сейчас он против меня придет. Дайка Дунф. Дайка Дункв. Что это такое? Что это означает? Кто шарит, напишите в комменты. Что? А, это, наверное, уклонение было. Мне на мгновение показалось, что я только что, когда использовал способность на Эмбере, промазал. Короче.
Мне только что на мгновение показалось, что когда Марси прыгала, Эмбер в ту степь кинул способность, и мне показалось, что из-за прыжка Марси заеведила урон. Но это, скорее всего, обманка, скорее всего, там было уклонение. Но не написалось об этом, и все. Более чем уверен, что так и было. Я предметы сейчас, в принципе, мог бы разобрать. Мне нужно было бы МКБ, но сейчас будет, в принципе, 30-й раунд. Я, наверное, дозолятор закинул, как-никак это 20% урона. А 20% урона не будет лишним. Так, с эльфом мы немножечко уже разобрались. В принципе, эльф не такая проблема. Ух, с магом тоже мы разобрались. Из-за того, что у меня нету 5 драконов и 9 магов, я чувствую себя прелестно. Ну, это воины, воинов пока я не ощущаю. Тут вообще без шансов. Минус 17 бэм. Мало, конечно, но хотя бы столько, спасибо. Пум-пум-пум. Нужно собирать драконов. Апгрейд Никса пришел. Хорошо. Два эльфа, один маг и зверь. Ну ладно, против мага, я думаю, проблем сейчас не будет. Или будут. А зачем он ставит себе пант? Я не понимаю. Из-за того, что он хочет себе Шторм Спирита забузить в двоечку? Как по мне, это ошибка. Мне Панда Маг вообще не нравится в этой игре. Он слабый. Даже в 5 драконах он все равно слаб. Напишите в комментах, что вы думаете по поводу мага Панду. Панда Магу. Панда Маг. Короче, вы поняли. Но лично мне Панда Маг не нравится. Слабый персонаж Панда Маг. Так, яйцо, отлично. МКБ вообще шикарно. МКБ это то, что я хотел. Дезолятор надо скипнуть. Или БКБ найти попробовать. Есть башер, есть рефрешер. Танбиф там перестраивается в Ведьмаков Драконов, это плохо. Такого поворота событий я не ожидал от него. А через кого ты киришься? Через Спектру, что ли? Я, наверное, возьму рефрешер. Да, панда, когда стычки убивает, способность откатывается, но все же, мало ли, с первого раза он кого-то не ваншотнет. Если он кого-то с первого раза не ваншотнет, то со второго раза он должен ваншотнуть. Плюс это монореген. А, чел уже Свена нашел. Понял, принял. Яйцо, Свен, все как надо. Давай еще Свена в двойку сейчас найди. И игра будет замечательной. Надеюсь, ты Свена в двойку не найдешь. Чпуньк-чпуньк-чпуньк. Боже, вот это мне нравится. Минус зверь. О, минус еще. Минус зверь и минус мах, отлично. О, Свенчик сюда. Мартредочка. Мне не нужна, на самом деле. ДК возьму. Так. Тоже буду собирать себе ведьмаков-драконов на всякий случай. Мало ли. Мало ли, что произойдет не так. Я дезолятор скипну, мне от него прока особо нету. А медальон оставлю, мало ли кто-то еще жрецов выкатит. Так, бессмертие надо брать по-любому. Бессмертие может простить мне мои ошибки вдруг. Ну конечно, кто бы сомневался, что ты нашел Свена в двойку. Вот кто бы сомневался, что ты Свена в двойку найдешь. Я ни грамма не сомневался, что он найдет Свена в двойку. Ни грамма. То есть, знаете, в чем абсурдная ситуация? Я думаю, многие сейчас меня поймут. Чел на все свои деньги на 10 уровне находит себе Свена в двойку. Я же, когда пытаюсь найти себе даже не Свена, а какого-то котла, да, на 10 уровне, я нахожу болтяру на 28, а не котла.
А чел так свободненько себе взял и нашел Свена, так, ну, вообще налегке. Ну, вот, кстати, инсектоида. Не знаю, как-то слабо. Я даже не ощутил. Возможно, я бы ощутил их. Я не знаю, мне все равно инсектоида не особо нравится. Гоблина-убийцу продам. Вот, смотрите, мне до сих пор Свен еще не упал. Можно? Ну, понятно, мне хан приходит. Знаете что, мне, наверное, придется ставить фулгорн. Поэтому я буду немного собирать уже потихоньку. Постепенно, потихоньку. Буду что? Правильно. Собирать фуловый горн. Кого-то предметы закинул. Почему Свен без предметов показывает? Да нет, в Свене все. Че, она только что показывала, что они в Свене? Непонятно. Бесит. Реально бесит. Я уж дико извиняюсь, но реально бесит. Не, ну прикольно, да? Ну, 27 тысяч урона чистого. Так, Дис на инсектоидах вылетел. Окей. Буду готовиться к фулгорну. Мне в действительности нужно будет попробовать готовиться к фулгорну. О, Свен. Я наныл Свена, но я Свена-то через яйцо апну сейчас. Ну вот, уже я чувствую себя намного увереннее. Единственное, чего мне не хватает, так это сейчас фулл драконов и спектры в двойку. Фулл дракона, ну, ведьмаки есть у меня, естественно. Мне не хватает спектры в двойку. Мне нужно будет фулл драконов поставить. И замечательно, я перестраиваюсь, и, скорее всего, я даю тому по щам, наверное. Да, мы сейчас проверим. Так, у пчела доспех экзорцизма, понял. Без шансов, окей. А знаете, в чем прикол без шансов? У него есть обезоружь, но на кого он его повесил, вопрос. Или это бессмертие сработало, и у меня безоружь скинулся. Не понял немножко это. Надо подумать. Хочется вингу в тройку собрать, но у меня может этого не получиться. Драконы у меня уже есть или нет? По идее, я могу сделать следующим образом. Поставить 4 горна. И когда я поставлю 4 горна, есть шанс, что после активации, во-первых, Свен получит стан. Во-вторых, он будет получать обезоружь с каждой тычки. Ну, не с каждой, там с неким шансом есть возможность, что получится обезоружь. БКБ я возьму по-любому. Это гадалки не ходи, мало ли какой-либо контроль ко мне прилетит, БКБ мне надо. То же самое обезоружь прилетит, БКБ его снимет. Единственное, что БКБ не может снять, это стан 4-го тира Башер. Это единственный предмет, который он не может снять. Ух ты. Еще и Свенчик пришел. Я теперь в замешательстве. Обидно. Надеялся, что Венга придет в тройку. Но нет, она не пришла. Ладно, что ж. Понял. Башер на все лицо моего Эмбера. 3000 урона. А, понял, у него там 4000 хп. Я только что подумал, а каким образом он меня снес?
Так, отлично. Улучшил. Давно мне 2 хана подряд не приходило. Может, сейчас придешь и сразу я тебя апну? Ага, конечно. Разбежался. Надо предметы сейчас еще пересобрать. А безоружь не нужен, у него там есть экзорцизм вроде как. Поэтому безоружь я, наверное, скипну. 3 предмета мне этих не надо. Хекс, в принципе, бы можно было бы взять, если бы у него не было спектры. Оу! Минус эльф. Так, теперь я остался 1 на 1 сейчас с молодым, пожилым драконом-ведьмаком. Есть у меня Аганим. Хочу взять Аганим. По-любому. Закину его в Эмбера, там плюс 400 урона будет стычки. Точнее, к тычке плюс 400 урона. Так что это надо по-любому. Сложная игра. Сложно. Знаете, зато я вам показал идею, что можно сыграть через Эмбера Керри, через Ведьмаков и Убийц. Это выглядит реально круто. Вот согласитесь. Ну. Живи, живи! Ну, крит! Просто крит не помог. Выпал бы крит, было бы проще, но... Если бы такая бы, во рту бы росли грибы. Знаете такое? Надо расстановку попробовать поменять. Может, расстановка повлияет хоть как-то. Не уверен, конечно, но может быть. Все-таки как-никак там есть спектра. Да. Грустно. Очень грустно. Эмбер приходит. Было бы идеально, конечно, если бы я его в тройку собрал, но... Надо Горн поставить. Поставлю Свена и поставлю Горн. Пум-пум-пум. Дракона продавать я не хочу. Не знаю даже, какой мне предмет нужен. С 4-го тира, наверное, БКБ мне нужен будет. Наверное. Ну, в принципе, убрать Эмбера. Давайте я попробую поставить Горн. Посмотреть, как оно будет. Предметы, конечно, максимально полезные. Клинок тени. Ну, клинок тени. А где мой... блин. Боже, если честно, у меня уже мозг поплыл. Мне не хватает урона его убить, боже. У него 5000 урона, и я его не могу убить. Он долбит Горн, а я его убить не могу. Я возьму возвратку. Как-никак Свен может получить возвратку с этого щита и себя ваншотнуть. Как-никак. Это было, конечно, прикольно. Был импакт, что он вдолбился в Горн, но я все-таки, вот как мне сейчас написали, убирай пандусов драконов. Вот я это и хочу сейчас сделать. Так, возвратку тебе, рефрешер мне не нужен, отдай спектре. Так, сюда, вот так вот, вот так, все. Ну, поиграем, что. Игра ваншотов начинается, погнали. Голодные игры стартанули. Ну да, я что-то уверен, что Full Горн бы мне не помог. Конечно, возвратка не сработает, ну как же.
Я в шоке, что возвратка не работает. У меня Свен намного сильнее, но возвратка не сработала ни разу еще. Там 40% шанс, что она сработает, но в любом случае... Ой, ладно, короче. Спектры тоже нету. Сколько раундов я был в деньгах, а спектра вообще не пришла. Ну и черт с ним. Кого я ваншот? Я так наде... А, он спектру в двойку нашел. Понял, принял. Понятно, чел. По-любому на скиллухе вытащил только что спектру в двойку. Ребят, напишите, с какого раунда я сижу со спектрой. И... Ну, я забыл, конечно, прочекать этот момент. Мне очень интересно, когда чел собрал спектру себе в двойку. Это жестко. Это очень жестко. Я не знаю, ну... Есть... У меня даже... ну у него же есть экзорцизм, поэтому бесполезно на этот. Ну, сейчас попробуем, давай, сейчас. Я махинации делаю. Опа. А что такое? Не ждал такого, да? Не... Что? Что? Ты сейчас меня орешь или что? А что это произошло? Почему у меня бессмертие не сработало? А знаете, что я еще осознал? Что у чела не было МКБ. Мне надо было клинок тени оставить. Ну, игра еще в бета-тестирование. Ну, мне больше добавить здесь нечего. Во-первых, ошибка в том, что я скипнул клинок. Это первый момент. Второе, ошибка. Ошибка — это разработчик этой игры. Вот это вот ошибка в действительности. Потому что это было только что? Какого у меня бессмертие не сработало? Да. Ладно, что ж. Добавить у меня, по сути, нечего здесь. Единственное, что я вам показал Керри Эмбера. Напишите в комменты, как вам он по итогу. Мне очень понравился Керри Эмбер. Это было прикольно и необычно, по крайней мере. Единственное, что в конце мне не хватило урона. Если бы у меня был Эмбер в тройку, возможно, мне бы хватило урона, чтобы ваншотнуть Свена. Возможно, но не факт. Не факт, потому что Свен все-таки очень жирный персонаж. Плюс, ну, ему очень повезло. Не понял момента с бессмертием. Ему пришла спектра. Я так понимаю, он просто сидел, она ему пришла. Ну, он не рандомил, не пытался ее наролить там и все такое. Она ему просто пришла. Ну, и он ДК нашел тройку. Ой, ладно, что комментировать? Тут, в принципе, вы все сами видели, что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. А также, ребят, понравился контент, поставили, соответственно, лайк, а также подписались на мой канал, потому что цель 5000 подписчиков. А Телеграм закреплен в комментариях. Там у нас чат комьюнити, я пишу новости по игре и когда у меня стримы. Всем спасибо и всем удачи.